Привет! Возможно, вы впервые будете слышать об этой фирме под названием Infinix. Это действительно хороший бренд, и все, что сегодня я буду говорить, это искренне, без всяких реклам. То есть впервые я покупаю у этого бренда смартфон. И я приятно удивлен, что за такую доступную цену, а именно на момент обзора его цена $80, я его покупал за $76. В комплекте мы получаем не только смартфон, но и еще дополнительно, помимо того чехла, что лежит здесь, дополнительно еще крутой чехол из 3 цветов силикона и стекло с рамкой. Давайте знакомиться, начинаем. Упаковка слегка дешевая по своему материалу, в отличие от брендов, которые из плотного картона. Но, несмотря на дешевизну или тонкость картона, у него хорошая полиграфия. Здесь яркие цвета, оранжевый с зеленым цветом, и расписаны все параметры смартфона на вот этой наклейке. Интересно, что вместо оперативной памяти вначале пишут встроенную 32 плюс 2 гигабайта. Наверное, маркетинговый ход, потому что мы вначале привыкли оперативную, а потом встроенную. Здесь также Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi, батарея на 5000 мАh. 10-й Android, и что интересно, с интересной оболочкой, дальше я вас познакомлю. 8 мегапикселей передняя камера и двойная вспышка. Спереди, ребята, двойная вспышка, и тоже дальше я лично такую вижу впервые. 13-мегапиксельная задняя камера, процессор 6761D, 8-ядерный процессор, 4G сети поддерживает, дисплей диагональ 6,6 дюймов, HD+, с капелькой, с разрешением экрана 720 на 1600. Открываем упаковку. Здесь приветствует смартфон с наклейками. Снимаем эти наклейки. Действительно все расписано, а здесь уже смартфон. Вот знаете, берешь в руки и понимаешь, что необычный дизайн, вот этот X внутри, очень классно смотрится. Имеется сканер отпечатков. Явно видно, что у модуля здесь больше, чем один. И действительно все модули рабочие. Обратите внимание, что вспышка здесь 3 светодиода внутри. Корпус у этого смартфона, как рама, так и крышка, пластиковый. Края у смартфона закруглены. Справа находится кнопка питания, чуть выше качелька громкости. Слева от экрана лоток. У лотка, что интересно, есть 2 сим-карты и отдельно для карты памяти есть разъем. У лотка даже есть прокладка, благодаря которой не будет попадать пыль и частички, может быть, какой-то влаги. Сверху на корпусе ничего нет, а снизу располагается отверстие динамика. Динамик громкий, и дальше вы услышите звук, и отчетливо передается все оттенки низких, высоких и средних частот. Слева отверстие микрофон, радует наличие разъема 3,5, ну а в центре гнездо для зарядки, micro-USB, не USB Type-C. Экран здесь плоский. Края не закругленные, сверху над капелькой находится разговорный динамик, а здесь виднеется 2 белых светодиода, которые являются вспышкой. Левый светодиод выполняет роль индикатора, но я не заметил, чтобы он работал в режиме уведомлений, когда приходит какое-то сообщение или же пропущенный звонок. Работает он только в режиме заряда. Совершаем включение. Надпись Infinix. Давайте заглянем в упаковку и посмотрим, что приходит еще помимо тех подарков, которые отправляет продавец. Скрепка для извлечения лотка. Дальше кабель для зарядки. Блок питания под наши розетки без надобности переходника. Зарядное устройство на 5 вольт 2 ампера. Инструкция на английском языке. Защитная пленка. Но напомню, что продавец еще в подарок дал стекло с рамкой, что очень хорошо. И еще в комплекте пластиковый чехол. Очень гибкий, но у него открытые края. То есть защищены только углы. Давайте приодену, и вы посмотрите, как в нем вот так вот при контакте с этим чехлом. Одеваем. И вот так у этого чехла открытые бока с этой и с этой стороны, а вот низ больше прилегает к верхней части. Сверху даже нанесен логотип Infinix. Но этот чехол мне не нравится, потому что он прям таки люфтит. И я думаю, что это будет только портить корпус из пластика, если будет тереться об пластиковый же чехол.
Поэтому лучше приодеть в тот, что продавец подарил. Вот смотрите какой. Классный. И он очень плотно одевается. Я сейчас его одевать не буду, но скажу, что кнопки здесь отдельно выведены. Все отверстия совпадают. И очень здоровски защищены модули. А еще я прикупил чехол-книжку. Вот этот чехол. И внутри силиконовый, уже вклеенный. Здесь имеется интересная присоска. Давно таких чехлов я не видел. То есть, когда мы оденем его и будем закрывать, то крышка будет держаться за счет присоски. Тянем, открылась. Вот такая вот забавная история. Мелочь, но приятно. Все актуальные цены на этот чехол, телефон и аксессуары можно найти в описании под видео. Я оставляю ссылку, где я покупал. Надеюсь, подарки будут и для вас. Вот смотрю я на эту комплектацию и думаю, вот если бы еще и наушники положили, вообще было бы здорово. Но, кажется, многого я хочу. Вес смартфона 188 грамм. У смартфона есть встроенный датчик, который позволяет, когда вы его берете в руки, активировать, и, видя ваше лицо, он разблокируется. Давайте более подробно покажу. Беру в руки, и он засветился. Увидел мое лицо и разблокировался. Еще раз показываю, как разблокируется. Работает, я думаю, для такого бюджетника очень даже хорошо. Точно так же быстро срабатывает и сканер отпечатка. Давайте покажу вам. Выключил. Нажимаю. Так, вам не видно же. Вот так. Раз, прикоснулся. 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 То есть срабатывает очень хорошо. Снизу под экраном находится чуть больше черного места, нежели сверху. Кнопки сейчас экранные, но есть возможность включить жесты. Также можно поменять расположение кнопки назад, налево или направо, как сейчас. Давайте покажу вам яркость. Сейчас у нас максималочка и минималочка. Минимальный запас очень-очень радует. Ну, прям вот как у солидных современных смартфонов. Смартфон изнутри будет работать на оболочке XOS Dolphin версия 6.2.0. И здесь сразу показаны его параметры. Можно даже сказать, в Antutu Benchmark можно и не заходить. Но мы все-таки заглянем и посмотрим, сколько же этот смартфон набрал своих попугаев. Обратите внимание, что здесь есть пункт электронный гарантийный талон. Не стоит им пренебрегать, потому что, например, как в России, так и в Турции, точно так же и в Украине этот смартфон обслуживается. Поэтому не забудьте заполнить гарантию и получите, по-моему, год гарантии. Но я гарантию покупал на сайте AliExpress, потому что я особо не был знаком. Я дополнительно доплатил, по-моему, $3,5. Теперь на год в Украине я знаю точно, что бы с ним ни случилось, ему помогут. А если полностью перестанет работать, то тогда вернут всю стоимость смартфона. Кстати, если вы сами не пройдете эту регистрацию, то у вас постоянно будут выскакивать приглашения, напоминание о том, чтобы прошли ее. Только что проверил обновление, обновлений нет и выпущена система обновления на 5 октября 2020 года. Также в пункте «Система» вы можете иметь собственную инструкцию или руководство пользователя. Переходите в этот раздел, открывается у вас вся информация о вашем смартфоне, и вы сможете здесь изучить, если уж все так плохо и не знаете, как с ним работать. Причем инструкция на разных языках здесь. Помимо английского, русского, также есть и украинский. Внутри пункта настроек обратите внимание, что значки довольно, красивые. Они имеют определенный цвет и достаточно понятно, что где означает. Также этот смартфон поддерживает технологию DTS. Об этом на самой упаковке есть тоже значок, то есть такой себе объемный звук, благодаря которому с помощью этой технологии можно добиться определенного эффекта. Например, в режиме музыки, видео или же в каком-то другом режиме. Но он ощущается в первую очередь в наушниках. Через обычный динамик нету какого-то особого эффекта. Поэтому учтите это. Но технология здесь это есть. Также управление эквалайзером. Активируйте и можете подстроить под себя нужный режим. Для разных сим-карт можно настроить отдельные мелодии. Давайте послушаем встроенные мелодии, какие они по громкости.
Телефон очень громкий. Но этого будет мало. Я вам дальше покажу более современные мелодии, где более богатый будет звук. Оставайтесь, продолжаем изучать настройки. В разделе «Яркость экрана» можно активировать темную тему. И тогда приложения, которые поддерживают, и сам смартфон будет очень удобно просматриваемый в ночное время. Отключаем темную тему и покажу вам режим защиты глаз. Включаем, и экран слегка желтизной. Интенсивность здесь настраивается, также можно по расписанию. Установлен сейчас максимальный шрифт, но как по мне он будто бы средний. Поэтому его как бы не хватает. С учетом, если вдруг кто-то захочет взять пожилым, то тогда будет слабоватый. Но если брать его другие сильные стороны, то, конечно, я бы взял лучше этот смартфон, чем другие по своей стоимости, цене. Этот действительно вариант очень хороший. Многие об этом смартфоне отзываются, что он также превосходит и знаменитый смартфон-бюджетник от Redmi модель 9A. Он действительно во многих функционалах превосходит, и цена его тоже ниже. Поэтому подумайте, возможно, захотите себе этот смартфон. Но на всякий случай я оставляю ссылку в описании и на Redmi 9A. Также есть настройка отображать в области выреза информацию. Это все здесь настраивается, смещается или вообще убирается, и этого выреза не будет видно. Отображать скорость сети в шторке. Он активирован и сейчас показан. Открыл пункт хранилища, у нас вот такая информация. Оперативной памяти свободно сейчас 91 мегабайт. 54 занято, если так выразиться, в процентном соотношении. А встроенная память доступно 19 из 32. Ну и неудивительно, ведь я там уже понаустанавливал. Заказчице Галине настраиваю и буду на днях отправлять его. Также работает в сетях 2,4 и 5 ГГц по Wi-Fi. В разделе «Лаборатория батареи» есть отдельный пункт по настройке расхода аккумулятора в этом смартфоне. Но скажу, что он очень хорошо держит заряд, и меня приятно впечатлили тесты аккумулятора. Продавец заявил, что здесь аккумулятор на 5000 мАh. Но представьте себе, что по тестам он от 0 до 100% за 6 часов через USB-тестер взял 4914. Чуть-чуть не дотянул. Это очень хорошо, потому что другие бренды в 300, в 400 мА не дотягивают, такие как Redmi или же какой-то другой бренд, который должен внушать доверие, но вот почему-то такая ситуация, что очень хорошо. Но напомню, те, кто смотрит нас регулярно, знают, что мы не только проводим тест через USB, но и полный разряд видео в YouTube онлайн, сколько он продержался, сможете узнать здесь в подсказках. Переходите, посмотрите, сколько он держит, сколько эта рабочая лошадка продержится в течение дня, а может быть даже больше. Также многим игроманам понравится игровой режим. Это отдельный пункт в настройках, где происходит улучшение игры, где будут отключены какие-то уведомления, ускорен процессор, освобождается оперативная память, все автоматически. Все, чтобы только вы смогли хорошо поиграть. И не только поиграть, но, возможно, и выиграть. Ну и для родителей есть здесь отдельный пункт. Называется «Игра без вреда для здоровья. Борьба с зависимостью от игр. Напоминание о вреде для здоровья и родительский контроль». Здесь вы сможете настроить, и тогда не будет вот так, как на иллюстрации. Если вдруг какая-то игра или программа вам нужна, чтобы вот действительно, которая бы работала на пределе, но игровой режим ее не определил, то тогда зайдите в раздел «Управление игрой» и здесь включите, к какой игре вы хотите использовать, чтобы этот режим активировался. Включаем здесь на Asphalt Extreme, который мы будем тестировать, и вы посмотрите, что происходит. Русский язык здесь вот везде присутствует, но расстраивает множество наличия установленных разных программ, которые, ну, по сути, вы даже понятия не имеете, что это. К примеру, вот такая вот программка Boomplay или Asha или Jumping, думаю, это какая-то игра. То есть это какие-то игры или программы, предустановленные от производителя. Вот, например, есть Freezer, подозреваю, что это что-то, что должно заморозить приложение. Ну, это полезная функция. Есть поделиться вот шары от одного смартфона к другому, но скажу, что они и вредные. Посмотрите в шторке, сколько это приложение присылает разных уведомлений. Хотите их отключить, но сделайте тогда следующим образом. Нажмите, появится вот такой вот пункт, нажмите на шестеренку и выключите полностью, чтобы ничего не приходило.
После этого вернитесь, и у вас они должны уже не работать. Номеронабиратель с русскими буквами. Имеется запись для разговоров, автозапись для звонков, что очень радует. И вы сможете автоматически потом производить запись, либо принудительно по кнопке «Записать». Она здесь есть. Наблюдал некоторые сложности с сигналом Wi-Fi. То есть он ловит, но там, где у меня мой смартфон или мои смартфоны или гаджеты держит еще две палочки, то этот смартфон уже начинает терять связь. Поэтому с Wi-Fi слабоватая антенна, на мой взгляд. Тест Antutu Benchmark у нас 73 797. Очень хорошие показатели для бюджетничка. И зайдя в развернутые показатели, выдает следующее. А теперь посмотрим более детально еще некоторые настройки. Встроенный процессор от МТК, он 4-ядерный, максимальная частота разгона 1800 МГц. Собран по 12-нанометровому техпроцессу. Частота обновления экрана 60 Гц поддерживается. Плотность пикселей на экране 269 ppi. Экран поддерживает 5 касаний. Чувствительный, я вот в перчатках, а он очень корректно выполняет мои запросы и команды. И камера у нас поддерживает съемку видео на 1920-1080, разрешение фотоснимка 4208 на 320, 13 мегапикселей. Стабилизация не поддерживается. Передняя камера 8 мегапикселей и тоже снимает в 1080. Проведем первый тест GPS-навигации. Это первый реально запуск в частном доме, а на улице еще и пасмурная погода. Но то, что я вижу, уже сразу же вышел на связь 6 спутников. И больше того, посмотрите, он уже связался с ними, а здесь еще и показывает, что поддерживает GPS, GLONASS и Beidou, ребята. Очень надежно, когда ваш смартфон поддерживает более чем 2 вида спутников, потому что вдруг каких-то в небе нет, то есть точность позиционирования и навигации улучшается. Ну а теперь давайте проведем более широкий тест звука. Что вы скажете о звуке? Лично мне он нравится. Ну а теперь пришло время провести тест в игре. Это Asphalt Extreme. И я скажу, что игра запустилась очень быстро. Очень громкий, шикарный звук. И очень чувствительный сенсор, то есть без всяких подтупливаний. Заходим в трек и начинаем езду. Также, если обратить внимание на игровой режим, то сбоку здесь невидимая есть специальная панель. Активируя ее, у нас появляется вот такое вот меню. И здесь можно решить, что вы хотите, чтобы происходило, а чего вы не хотите. И можно включить запись, ребята. Сейчас нажимаем 3, 2, 1. Поехали. Посмотрим, как сейчас. Но сейчас вижу, поначалу было подтупливание. А сейчас вроде ничего так. Я этот фрагмент ставлю. То есть сейчас и игра, и запись, а это большая нагрузка на процессор.
Нажимаем запись «Стоп». Ну и продолжаем тестировать. Выйти и возвращаемся к работе. Вот так. Теперь давайте поговорим о камере. При запуске у нас камера включает последние настройки. Цвета передает естественно. Очень классная камера, что меня порадовало. И быстро реагирует. Если вот вы нажали снимок, давайте вот так. Раз, снимок есть. Раз, снимок есть. И есть интеллектуальный режим, благодаря которому идет подстройка. Вот. Также вспышка. Посмотрите, какая яркая сейчас работает. А теперь давайте покажу, как работает передняя вспышка. Смотрите, ребят. И необычно очень. Эта яркая вспышка светит как фонарь, как автомобиль. Как я и говорил, это в тестах, которые дальше вы увидите. То есть тесты камеры вы сможете полноценно увидеть в окончании обзора. Настройки здесь тоже достаточно понятны. В режиме видеостабилизация отсутствует, но картинка очень радует. Тоже сможете увидеть эти тесты. Есть режим красоты, есть режим размытия, который справляется со своей задачей очень хорошо. Делаем снимок. То есть это больше для портрета, а не для того, чтобы вот так объекты фотографировать. Хорошо справляется. И эти тесты вы сможете увидеть тоже в окончании видеоролика. Могу сказать, что все, что мы с вами увидели, показывает нам, что появился еще один конкурент на рынке Китая. Правда, фирма не нова. Она стала выходить на сайт AliExpress и выходить на другие рынки. После этого смартфона, бюджетника, рискнув купить его для знакомой, которая попросила очень на небольшую сумму купить ей более-менее нормальный смартфон, чтобы можно было пользоваться им для своих нужд по связи Zoom, Viber, я скажу, что я захотел купить и более мощные, подороже модели, которые выпускает этот бренд, потому что вижу, что он заботится о качестве. И я надеюсь, что этот обзор был для вас полезен. Если что-то забыл упомянуть, вы уж простите, все не запамятоваешь. Но я прощаюсь до следующего видео, а вам осталось посмотреть тесты в камеры и поставить лайк. Пока. Вот сейчас запустил видео вертикальную и рядом держу в руках смартфон Cubot X19. Запускаем номеронабиратель. Очень хорошо снимает картинку, сам телефон. То есть в данном случае мы тестируем камеру. Теперь давайте в горизонтальном состоянии протестируем камеру. Максимальное разрешение 1080, качество звука вы тоже слышите. Это у нас цветопередача, самые яркие объекты на площадке, по сути, в нашей местности. Поворачиваюсь, 1-2, изменение неба. Давайте проверим автофокус. Раз, автофокус быстро подстраивается. Причем сам. Отлично. Годинник хоть и не видно, но есть. Так, и я теперь кадр. 1, 2, 3, 4, 5. Пройдемся. Качество звука. Infinix 10 Lite. Передняя камера в действии. 1, 2, 3. Мы хотим проверить, как записывает, как снимает. Поворачиваемся на улице. Цветокоррекция. Ну, приспосабливается быстро. Детализация нормальная. Если еще учесть, что сейчас пасмурная погода, то очень хорошо. И звук тоже слышите. Тестовая запись в помещении на смартфон Infinix. Это рабочее место, где снимаем, в принципе, и где ремонтируем гаджеты. Это съемка в помещении. Макро. Оп, по тапу. Подстроилась. И отодвинули, тоже автоматически подстраивается. Очень-очень радует камера. Теперь будем тестировать ночные тесты видео и фото. В помещении в полумраке, сзади прожектор, это уже ночное время, снимает передняя камера. И сейчас я включу вспышку, посмотрите, как четко подсвечивает в вечернее время эти два светодиода. Смотрите, просто как будто перевернутые фары автомобиля. Реально светит очень хорошо. Сейчас выходим на улицу.
Вот, вот, вот. И даже в полную темноту, смотрите, иду в полную темноту, а вспышка хорошо справляется. Теперь без нее. Вот без нее. Сейчас подхожу к свету. Вот так. И приспосабливается, подстраивается. Раз, два, три, четыре, пять. Свет. И теперь тестовая съемка задней камеры 1080. Так, яркий свет. Сейчас сфокусируется. О, вот теперь уже получше. И стабилизации как таковой нет, но неплохо срабатывает. И вот меня видно. Привет. Вспышка включена очень яркая. Там 3 светодиода. Они располагаются не в ряд, а по кругу, по принципу треугольника. Очень яркая и явно выручает. Очень доволен. И меня такой смартфон впечатляет. Я думаю, он будет набирать популярность, если в таком бюджетном смартфоне он старается так бренд достигнуть качества, то, соответственно, и в других моделях будет все получше. Дальше фото.